Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В рамках недели моды в Париже команда Dries Van Noten представила первую самостоятельную коллекцию «Весна-лето 2025», созданную без ведущего дизайнера и основателя модного дома. В марте 2024 Dries Van Noten объявил, что покидает пост креативного директора собственного бренда. С его слов, настало время освободить место для молодого поколения талантов. После 4 десятилетий работы в фэшн-индустрии бельгийский дизайнер впервые стал гостем шоу собственного бренда, занимая одно из мест среди приглашенных зрителей в зале. И пусть он уже не участвовал в создании новой модной линейки, однако на подиуме мы пока видим все тот же знакомый почерк. Все строго выдержано в эстетике бренда с присущими ему цветовыми сочетаниями и принтами. Креативная студия, занимавшаяся разработкой коллекции в ожидании нового руководителя, сегодня акцентировалась на архивных творениях Ван Нотена, пусть и в современной интерпретации. Но с другой стороны, творческий проект, который уже однозначно назвали успешным, показал всему модному миру, насколько сплоченную и, простите, друзья, за патетику, тонко чувствующую команду смог собрать вокруг себя ушедший на заслуженный отдых отец-основатель. На момент презентации гардероба на теплый сезон Дом моды еще не определился с тем, кто теперь встанет у его руля. Но я совершенно уверена, повода для переживаний нет. Этот корабль вполне способен на свободное плавание. Здесь есть цвета, на которые невозможно насмотреться, есть тонкое смешение принтов, на какое был способен, кажется, один только Ван Нотен. Есть искусная вышивка и деликатная любовь к флористике. Плюс ко всему, это сдобрено потенциальными коммерческими хитами. Среди таковых могу назвать, например, саба со шнуровкой на скошенной платформе и вместительные сумки-портфели с тиснением под змею. А что же все-таки изменилось? Наверняка спросите вы. Ведь каждый сезон мы ждем от любого бренда каких-то новых идей, новых решений в стилизации образа, в общем, чего-то особенного. Но на модном показе нынешней весенне-летней коллекции Dries Van Noten ничего подобного не случилось. Многое осталось неизменным. Однако дизайн команды не ставила перед собой задачу видоизменить и перенаправить наследие бренда. По сути, коллекция осталась верной ДНК марки. В одном месте и в одно время удалось собрать все то, за что многие любят этот бренд. Да к тому же, согласно общей тенденции, последние несколько сезонов переиздания и архивные ссылки стали частым занятием большинства модных домов. И это вполне разумный способ угодить как давним поклонникам, так и новому поколению, увлеченному трендами прошлой эпохи. Вот и сегодня представленный на подиуме гардероб не только строго выдержан в эстетике бренда, но и в целом опирается на предыдущие коллекции основателя дома. В частности, осеннюю линейку 1997 года. В палитре присутствуют оттенки драгоценных камней, есть удивительные цветочные узоры, а еще великолепное сочетание восточных и западных мотивов, что стало явной отсылкой к поворотному моменту в ранней карьере дизайнера. Впрочем, это модное шоу не только отражение прошлого. В новой коллекции дизайн-студия проводит смелые эксперименты с анималистическими принтами, с бисерной вышивкой, добавляет пикантности с помощью кружева, включает в аутфит эффектные массивные украшения. Здесь уверенно играют с текстурами и создают впечатление вполне организованного хаоса с огромной долей мастерства исполнения. Эта гармония оставляет приятное ощущение свежего взгляда на наследие бренда. В каждом наряде, в каждом образе чувствуются эмоции. Есть легкость, свобода, но без надрыва, ведь команда бренда делает лишь только первые, а значит осторожные шаги в эпоху после Dries Van Noten. Что ж, все когда-то заканчивается, но в то же время дает старт покорению новых вершин. Я надеюсь, друзья, мы с вами и далее будем знакомиться с такими же интересными, стильными коллекциями именитого дома моды. По традиции жду ваши отзывы в комментариях. Приятного вам просмотра, здоровья и красоты, нескучного дня, позитива и только лучистого, яркого, солнечного настроения.